Здравствуй, дорогой зритель! Сегодня будем играть в Ultimate General Civil War. Это игра про гражданскую войну в Америке 1861-1865 годов. Она вышла, мне кажется, уже года 2 назад, может быть даже уже и больше она вышла. Но когда я играл в Radio General, я вспомнил про нее и, в общем-то, поразмыслив, решил все-таки одну серию записать, да показать, как оно было. А если будет интересно, ставьте лайки, да я и продолжу ее играть, потому что, как я говорил, первый раз я в нее играл в раннем доступе, пока еще не все были миссии, поэтому физически ее не мог закончить. А второй раз я играл уже, когда все миссии допилили, но к тому моменту я уже поднаигрался в нее и тоже бросил. Поэтому ранний доступ зло. Кто не любит ранний доступ, ставьте тоже лайки. Сейчас я в игры в раннем доступе не играю. Ну и, в общем-то, вспомнив про нее, решил, что будет, может быть, интересно еще разок в нее поиграть. Начинаем кампанию. Вы всегда мечтали стать армейским офицером, как ваш отец. Вы полагаете, что ваша судьба служить своей стране и стяжать славу на поле боя. Значит, здесь есть различные обилки для командующего, которые дают разные по ходу игры бонусы. Вообще вся кампания — это одна война, то есть потеря войск в какой-то из миссий критично могут сказаться вообще на всем продолжении, потому что здесь войска получают опыт, погибают, их нужно нанимать заново, теряется оружие и так далее, тому подобное, офицеры гибнут. Поэтому от того, какие сейчас я выберу обилки, будет зависеть вообще, получится ли осилить. А играть я буду сейчас не просто на максимальной сложности, я еще и выберу сторону, которая исторически была слабее. Но про это чуть позже поговорим. Давайте посмотрим, какие есть у нас варианты. Тактик. Вы закончили West Point по специальности тактика и узнали, что рекогносцировка – залог эффективности обходных маневров по флангам. Организация армии +1, рекогносцировка +1. Как бы вспомнить сейчас. По-моему, организация армии дает дополнительные бригады. Кстати, есть подсказки. Вот пример хорошего юзабилити, да? Что-то неясно навел. Вот тебе окошко, прочитай, вспомни. Так, максимальный размер армии. Да, все правильно. Чем выше уровень, тем больше у вас может быть корпусов, дивизий и бригад. Это крутая тема, точно. Рекогносцировка, по-моему, численность врага показывает заранее, но вот этим на самом деле я особо не пользовался, потому что я выставлял все, что есть, потому что было всего мало, так что там было не до того, чтобы этих возьму, этих не возьму, брал все, поэтому вот этот бонус несколько сомнительный, а вот организация армии — это крутая тема. Но кстати, есть организация армии и тут, и тут. Стратег. Вы закончили West Point по специальности стратегии и узнали, что постоянное обучение жизненно важно для эффективности армии. Вот это, по-моему, ВСПУ дает. В этой кровавой войне неизбежно погибнет часть ваших лучших солдат. Обучение позволяет компенсировать потери ветеранам по более низкой цене, при этом сохраняя уровень навыков солдат. Вот это, кстати, круто. Действительно, при наборе рекрутов общий опыт объединения, отряда, он падает, потому что рекруты разбавляют опытных чуваков, и из-за этого общая масса становится хуже. Но можно нанимать сразу ребят поумнее, но это стоит денег. И вот эта обилка как раз даст скидочку. Это круто тоже. Тыловик. Вы закончили по специальности тыловое обеспечение и узнали, что войну нельзя выиграть, не организовав должным образом снабжение армии. Тоже верно. Так, организация армии тоже здесь есть, а тыл запасы, по-моему, дает нам, да? Одна из самых неприятных ситуаций в бою, когда заканчиваются боеприпасы. Навык тыловика помогает этого избежать. Он увеличивает исходное количество боеприпасов у всех бойцов. Да, ситуации бывали, особенно у пушек, у них всегда заканчивались снаряды, это прям стабильная тема. А с боеприпасами тоже было тоже, да, но можно их подвозить. Специальный юнит есть снабжение, телега такая, он может подвозить, хотя, конечно, он тоже не резиновый, но тем не менее здесь стратег будет получше.
Так, дальше. Вот этих штуки нужно 3 уровня пройти, повыбирать, и потом уже можно будет идти выбирать сторону. Артиллерия. Вы служили офицером артиллерии в североамериканской кампании. Ваша батарея была идеально расположена и стала главным элементом обороны в сражении при Буэна-Виста. Буэна-Виста Интернешнл такая компания была. То ли мультики делала, то ли фильмы снимала. Что-то название помню, а что конкретно она делала, не помню. Так, тыл +2. С тылом понятно. Медицина. Вот, кстати, тоже хорошая тема. Найти новых рекрутов не всегда просто. Есть и такая вообще очень крутая стратегия, очень мне нравится. Нравилась, когда играл, но сейчас я вспоминаю, что она довольно такая детальная. Да, есть ограничения на рекрутов в том плане, что нужны деньги, чтобы их нанимать, но и, в принципе, свободные люди, они тоже заканчивают. То есть можно попасть в ситуацию, когда деньги есть, пушки есть, а людей физически нету, и никого нанять нельзя. Поэтому это тоже крутая тема. Замещать потери. В зависимости от уровня медицины, какой-то процент раненых восстанавливается. Вот, медицина увеличивает число раненых, выздоровевших после сражения. +2 это круто. Но тыл +2 мне не очень нравится. Так, пехота. Вы были офицером пехоты в сражении при Монтеррее. Вас заметили за ту роль, которую вы сыграли в штурме города. Обучение +3. Это очень круто. Но опять это рекогносцировка, которую прям жалко на нее тратить экспу. Так, а здесь кавалерия. Вы были офицером кавалерии во время похода Скотта. Проводя рекогносцировку на дороге в Мехико, вы помогли обнаружить и разбить засаду Санта-Ана в сражении при Пуэбле. Тут вообще рекогносцировка +3, но это вот совсем... Может быть, это круто для действительно кавалерийских юнитов, но я так с ними не очень грамотно управлялся, честно скажу, потому что они шустро носятся по полю, а там поле битвы такое, будь здоров. Вот, поэтому, чуть-чуть зазевался, и их щемит. При этом кавалерия довольно дорогая, так что либо тыл и медицина, либо обучение. Наверное, тыл и медицина я возьму тогда лучше, потому что медицина точно крутая. Тыл, в принципе, припасов даст припасов. Но припасы нужны будут, потому что телеги эти гонять по полю боя, да, действительно приходится регулярно, чтобы не тратиться на рекогносцировку. Возьму арту. Так. После войны вы занялись бизнесом, заработали много денег, завели много друзей, которые помогут с снабжением ваших армий. Ну, понятно, да. Опять тыл +1, экономика +3. Экономика снижает стоимость покупки нового оружия. Да, это тоже круто. Армия. После войны вы остались в армии, вы сделали карьеру и стали генералом ополчения в родном штате. Обучение мы видели уже, да, ветераны по низкой цене и организация армии +1. У нас уже есть одна организация армии, на старте нам еще одна сразу не понадобится, я думаю. Вот обучение хорошо. Политика. После войны вы занялись политикой, безукоризненная репутация и навыки управления помогли вам стать конгрессменом США. Политика +3. Политика, по-моему, уровень доверия властей меняет, и если он слишком низкий, то они перестают помогать. В общем, политика тоже важна тут, по-моему, тоже. Так, число рекрутов, и сумму получаемого золота. Да, политика тоже крутая. Давайте возьмем тогда политику 3, экономику 1, потому что обучение уже есть, организация есть. 3 в экономику было бы неплохо, но в тыл мне пока неохота вваливаться. Вот возьмем тогда вот так. Политику и экономику. Ну и вот самое, что называется, интересное, вот называется трудный выбор. Значит, конфедерация. Страна разделена, вы не можете сражаться за собственный народ. Поэтому вы вернулись домой и присоединились к конфедеративным штатам Америки. Приподнятое настроение и командный дух ваших сограждан помогут вам создать сильную армию и выиграть войну. Союз. Юг отделился, Соединенные Штаты под угрозой, вы поклялись защищать Конституцию и дали слово восстановить союз. Благодаря численному и материальному перевесу Север непременно одолеет и раздавит повстанцев, и все станут равны перед законом.
На самом деле, да, численный перевес был у Союза, причем такой прям нормальный. По войскам у них было 2 миллиона 100, что ли, да, а у конфедератов было там миллион. Ну, почти в 2 раза было больше солдат, вот, ну и людей было больше, потому что в отделившихся штатах было где-то около 9 миллионов населения, там 9300, по-моему, а на севере осталось что-то там то ли 21, то ли 23 миллиона человек. При этом, естественно, Союз в итоге победил, как мы знаем из истории. Вот, частенько говорят о том, что эта война была война за свободу, да, там освобождали рабов, но нифига подобного. Это ложь и провокация, что называется, потому что сегрегация была официально, а сегрегация — это разделение людей по расовому признаку, да, официально узаконено в США до 1964 года, когда президент Джефферсон или Джексон, я не помню, как уже его звали, не подписал закон о свободе, там что-то о правах человека. Вот. То есть еще примерно 100 лет рабов, ну как не рабов уже, да, негров, не считали там людьми-то, по большому счету. Для них были отдельные эти самые фонтанчики с водой, ну и прочие все вещи. Поэтому война это была абсолютно не за рабство, не против рабства. Война была по другим причинам. По ходу дела причины я, может быть, буду рассказывать, может быть, не смогу отвлечься на это, но, в общем, я буду играть за конфедерацию, потому что считаю, что Союз был неправ в том плане. Ладно, без причин тогда не обойтись, да, раз уж так. Ну, в общем, на юге были плантации, хлопок и прочие аграрные вещи, а на севере были машины, оборудование, вот, ну и технологии. Соответственно, все мигранты щемились на север, там людей было полно. На юге людей не хватало, поэтому, чтобы обрабатывать весь этот хлопок, стали завозить там сильно заранее еще африканцев, ну, из Африки. Вот. Ну и Союз хотел побольше, да, хапать, и ввел пошлины, которые запретили югу торговать со всеми налево-направо, то есть чтобы все деньги шли только через север, ну и, в общем-то, ущемлял права всячески как мог южан. Вот. После этого южане как бы начали барагозить, были недовольны, вот. Но президент сказал, что все новые штаты будут теперь свободными, ну то есть старые останутся рабовладельческими, а все новые будут свободными. После этого южане поняли, что никогда у них не будет в Сенате большинства, и все их любые там конфликтные решения по поводу будущего страны будут проигрываться. Вот. После этого они сказали, ну мы так не согласны, мы отделимся. И отделились. Вот, поэтому я считаю конфедерацию тут ущемленной несколько и буду играть за нее. Так, выбор сложности. Вот у нас выбор сложности. Генерал-майор, да, давайте. Какие у нас тут будут минуса? Золото рекруты минус 10%, сила противника плюс 15%, ухудшение репутации плюс 25%. Ухудшение репутации — это вот то, что политикой поднимается. Соответственно, чем ниже репутация, там можно закончить игру, не проиграв. Ну, в смысле, войну не проиграв, игру можно проиграть. Так, а легендарный режим — это без сейвов, да? Только лучшее выживет. О, нет, это не без сейвов. Тогда еще и легендарный включим. В принципе, кроме первой миссии, там можно... Ну, в смысле, не можно. Я не сейвился, ну то есть между миссиями только. А если первую миссию не пройти, то игра сразу закончится. И помнится, там первая миссия с первого раза не всегда давалась. Вы знаменитый генерал, ветеран многих сражений, привыкший к непростым ситуациям. Ваши враги будут сильнее, а у вас будет меньше солдат и золота, но вы гораздо быстрее прославитесь. Ну, давайте легенду за конфедерацию. Так, почему? Назад нажал. Вот, а вот наши все дела, да. Политика 3, экономика 1, медицина 2, обучение, рекогностировка 0. Может быть, я на единичку ее все-таки поставлю. Что-то я не помню, чтобы она была сильно нужна. Ну и фиг с ней. Так, доход 7,5. Ну, с этим, ладно, советника выключу, наверное.
Да выключу. Так, все, вспомню. И давайте уже играть. Попытка номер 6. Да, на полном серьезе, 6-й раз я начинаю эту миссию. Я помню, конечно, что не с первого раза нам не удавалось, когда я играл пару лет назад, но 6 раз на нее, это, мне кажется, уже перебор. Скорее всего, я ставил просто бригадного генерала, не включая легенду, потому что легенда, по-моему, была вообще без сейвов тогда. А сейчас просто написано, что это какая-то еще более сложная сложность. Наверное, если сейчас я не осилю, то, наверное, легенду я выключу. Иначе игру показать я не смогу. Так, захватываем форт. Здесь засада. А здесь подкрепление. Проблема вот в этом подкреплении. Я точно помню, что я успевал забежать в этот лес и отстреливать их через реку. И они не проходили. Сейчас я буду 6-й раз пробовать уже. И сегодня они то вместе убегают, то один отряд убегает. Ну, то есть не удается их заблокировать, а выбить оттуда уже их просто сил не хватает. Потому что там пушки. Вот отсюда и вопрос. То ли я что-то делаю не так, то ли сложность сильно выше. Так, ну давайте. Тыркнем паузу. Ты иди сюда. Ты бегом. Беги сюда. Ты бегом. Беги тоже туда. Кавалерия, беги сюда. И командующий, беги сюда. Побежали. Так, давайте на первую скорость. Вот у этого задача проста. Куда не высовывайтесь, чтобы вас не увидели. Он должен встать вот здесь, в лесу. Вот здесь, в лесу. И блокировать вражескую засаду. Все, что он должен делать. Вот он увидел врага. Командир, отходи. Ты стреляй. Ты вот так вот иди. Ты продолжай бежать на ту ферму. Так, Крокер, отойди, чтобы тебе не навешали. Так, ну кто остановился-то? Кемпер, беги, беги, не останавливайся. Зигфрид, вот ты прикрывай Кемпера. Ты продолжай вперед двигаться. Хиксхаймер. Так, Крокет, давай-ка вот... Крокет, давай вот так в тылом зайдем чуть-чуть. Вот, кстати говоря, про этого самого радио General, где все войска одинаково стоят на всех местах, здесь позиции войск, они плюс-минус. То есть засада должна была быть тут, а она возникла вот тут. Вот Крокета подловили. Вот, то есть здесь войска не привязаны к своим позициям, у них есть маневр для появления, собственно, поэтому здесь-то не то же самое каждый раз. Кемпер, стреляешь? Зарядка. Потерь 35 уже. Убито 70, хорошо долбанул. Но недостаточно хорошо. На ферму вставай. Вставай на ферму. Ферма даст 200% укрытия. Так, Крокет рубит вовсю. Давай туда. Так, Зигфрид, давай быстрее выходи на вот туда. Начальника подведем поближе. Смотрите, вот видите, он прям хорошо врубился в этот раз. Они не могут опомниться.
Он все рубит и рубит. Сейчас эти сойдут на ферму. С фланга будут долбить по ним. Все полностью истребил. Вот это вот удача. Прям. И еще и подкрепление. И нажму паузу еще. Потому что прям нормально пошло в этот раз. Давайте посмотрим. Он убил 164, потерял всего 24. То есть прям нормально так замесил. Вот этого давайте по дороге обведем в домик, чтобы фланг долбать. Вот эти здесь, по-моему, немножко отхватывают, да? Хотя не то чтобы. И Крокета мы сейчас направим в тыл этим. Бег. Сюда попробуем перехватить. Ты, бег. Вот сюда. Ты, бег. Ну, давай сюда, на случай, если кемпер отойдет. Так, ты езжай вот сюда. Погнали. Так, они пошли в рукопашную, некогда заходить на ферму, стреляют сюда. Так, Крокет, нет, не нападай, потому что они не в отступлении. Давай, командующий, помогай тут пехоте. Так, тихонько. Где наши подкрепления? Бегут. А теперь давай бегом на ферму, потому что если они сейчас ломанутся, нам тут укрытие понадобится. Командующий, тоже убегай. Кемпер отошел, как я и предполагал, поэтому мы сейчас будем здесь занимать позицию другим. Так, а там Зигфрид занял ферму. Хорошо. Давай из этого леса в поле долбаем. И давай встанем тоже крокером на ферму. Здесь раш устроим им. Так, вот здесь тоже аккуратненько вот так. Линию. Так, кемпер отошел, потеря 260-170, ладно. Кемпер, отойди еще подальше, дай Алину поработать тут. Ой-ой-ой, Крокер, ты попал в засаду. Беги, не дай им успеть. Получил в тыл сразу 20 всадников, потерял 26. Так, ну давай, Кемпер, тогда чуть-чуть вот так вот. Окружаем их чуть-чуть. И Кемпера выводим сюда. Делаем линию. Командующего двигаем. Вот тут кто-то нас подловил. Целый отряд. Что там потери? 50. Ладно. Давай как раз ту засаду сейчас и зачистим. Все, эти не ушли. Это уже заявка на победу. Раз они тут у нас сидят в окружении, мы их можем долбать тут. И тогда всеми своими частями потом нападем на форт. Потому что до этого все попытки напасть на форт, ну, они пролетали именно из-за того, что много войск там. Так, вот этих окружили снайпера Майлса, да, но снайперов Майлса мы сейчас расхреначим нафиг. Сейчас они завяжутся боем в эту сторону, и тут внезапная кавалерия в спину им набежит сейчас. И им по-любому получится в спину навар. Либо с этой стороны, либо с этой. Ну, один залп они успели дать. Все, погнал, Крокер. Давай, руби их. Так, ты иди немножко сюда, потому что там еще кто-то был. Так, Крокер, как дела? 270. Руби их.
Главное тут не выйти настолько близко, чтобы попасть под артиллерию. А вот и артиллерия, все, убегай. Так, 228, 76. Ну, нормально он порубил. Вот этих ставим в лес тут. Пусть отсюда постреливают. А вот этих ведем вот сюда. Как тут Зигфрид убито 270, потери 75. Отлично. Эти будут блокировать подход к Зигфриду. 138-59 тоже все неплохо. С боеприпасами. Как у вас тут половинка от четвертинки. Кончаются боеприпасы, но мы сейчас эту тележечку сюда подгоним. Этих двух. Так, ну, давайте ускорять. Потому что этих двух мы пока не изничтожим, мы дальше не двинемся. Тут у нас укрытие, мы их ждем. Вот это, кстати, мы можем сдвинуть вот туда, чтобы потом отсюда прямо в боком. Хотя бы бежать придется в холм, не очень хорошая позиция. Так, здесь уже враги бегут. Но все равно еще успеют пару залпов отловить. Ну и вот этого будем стоять сейчас добивать потихоньку. Так, этих переставим в одну линию. Но и за временем надо следить. 2:20 осталось до конца миссии. В любом случае, пока мы этих не выбьем, нам двигаться-то дальше нельзя. Чтобы они к нам в тыл не зашли. Давай-ка, Ален, вот так обойдем их. Да все, уже далеко не нужно здесь напрямки ломиться. Так, ну все, этих рубим. Эти так и стоят, да, гады? Чуть-чуть приблизимся. Сейчас попробуем их шугануть немножко. Теперь немножко сами шугануть попробуем. Пока они нас не шуганули. Здесь у нас чего? Давайте тоже вот этим обойдем. Зигфридом в тыл. И будем их... Ну все, тут совсем уже осталось чуть-чуть. Но и времени меньше половины. И времени тоже меньше половины осталось. Все, первый готов. Ну и давайте. Устали уже, не могут. Давайте в штыковую в тыл им забежим. Есть. Или не догнали? Не догнали, что ли? Догнали. Все, они бегут. Все, ладно. Пусть эти с ними закончат сами. Давайте сюда подтягивать все свое добро. Здесь сейчас еще добьем кавалерии отступающего противника, чтобы он потом не пришел за нами.
Так, ну вот мы сейчас плохо очень стали-то. Он в лесу, а мы-то нет. А, устали бегать уже. Бывает. Усталость тут такая, да. Так, ну сейчас Крокер, я надеюсь, порубит этих чуваков в капусту. Мы тоже еще ломанемся в штатовую. Ну все, тут пошел рукопашный бой. Эти наши войска выстроились. И... Так, нет, снайперов пока оставим в покое. А вот этих выставляем вот так. Вот так. Так, а снайперов попробуем вот так. Все, этих изничтожили. Давайте туда. Ну, пока вроде все неплохо, не считая того, что мало времени осталось. Потому что... Ох ты ж, жопу с ручкой. Давай чуть-чуть. Ой, кемперы ранены. Не считая того, что время у нас, в принципе, сейчас дела неплохо идут. Тут один полный отряд, маленький отрядик и арта. Где кавалерия? Кавалерию сейчас вот так вот заведем. Командующий. Так, ну эти будут идти долго. Но когда придут, тоже тут устроят шороху. Вон, все, первую батарею уже бьют. Вторую, давай на вторую батарею тоже. Кемпер. Этих выноси. Командир. Ага, вот и Крокет прибежал. Снайпера, переводите огонь на вторую батарею, чтобы она тоже успокоилась. Давай, Крокет. Есть, погнала вторая батарея. В тыл вот этим заходи. Ты в тыл вот этим заходи. Тележечка, туда заходи. Так, давайте артиллерии добьем. Все, этих ставим в укрытие. Командующего внутрь. Они как батарею все не расчехлят последнюю. Так, ну артиллерия уже на подходе. Значит, ты тоже уходи внутрь. Там один залп дай. Наконец-то. Нет, не наконец-то, еще не закончилось. Если сейчас батарею не добьет... А, добил батарею, все. Молодец. И ящички тоже внутрь. Так. А вы идите тоже внутрь. Так, еще да, дают некоторое время. Все. Ну, это было жесть, конечно. Шестой попытки только я осилил. Но осилил. Так, все. Я буду делать сейв и заканчивать серию. Игру я показал. Если игра понравилась, я в нее еще поиграю, конечно. Вот. Боюсь просто, что она настолько старая, что все ее уже видели, кто стратегиями интересуется. Если нет, пиши в комментарии, ставь лайки. По количеству просмотров я в статистике увижу, что интерес к ней есть, и буду тогда дальше. Но дальше уже не будет загрузок, просто будет одна война, прямо со всеми, с потерями, со всем, с набором войск, с модификацией оружия, там разные артиллерии, разные офицеры, уровни офицеров, там разные объединения. Ну, в общем, она довольно детальная, поэтому дальше все это будет идти сплошняком. Просто в начале, без прохождения вот этой миссии, она заканчивается. Поэтому 6 попыток и пришлось сделать. Так, сохраниться-то точно можно. Форт служил службу и помешал вражеским судам снабжения пройти в эту часть реки. Но сейчас Союз перешел в наступление, броненосцы идут обстрелять. Да, там еще броненосцы, но у нас сейчас будут пушки. Федеральная пехота высадилась к западу. Но мы здесь ждем еще своего подкрепления, поэтому
Тут есть еще как покрутить. Нужно продержаться какое-то время, чтобы расфигачить броненосцы, но, насколько я помню, пушки потом, ну, я переводил обычно на пехоту, шрапнель их фигарил. Генерал, удерживайте позиции любой ценой. Сегодня мы должны доказать, что восстание имеет сильное основание и что мы будем сражаться за каждый клочок южной земли. А в следующей серии расскажу вообще, что послужило Casus Belli формальным поводом для объявления войны. Вот, и интересный факт про последнего президента, который был последний перед тем, как развалился союз. Вот, но расскажу об этом в следующий раз. Сейчас я просто хочу сделать вот так. Все, да. Спасибо за просмотр. Пока.